Paramahamsa Paribhajikacharya Asta Terasata Shri Shri's Divine Grace A.C. Bhaktivedantas Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Jayom Vishnupad Paramahamsa Paribhajikacharya Asta Terasata Shri Srimad Bhaktivedantas Saraswati Thakur Maharaj Ki Jai. Jai. Anantakota Vaishnava Vrinda Ki Jai. Jai. Namacharya Thakur Vidas Ki Jai. Jai. Prem Shri Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vaidika Mahana Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Dwarka Dham Ki Jai, Mayapur Dham Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Shri Shri Dayal-Nitai Shachisute Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol, Samveda Bhaktivedanta Ki Jai, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Glory to Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today is the auspicious start of the month of Damodar. Сегодня благоприятное священное начало месяца Дамодара. And in honor of this auspicious occasion, we'd like to read one verse in purport from 10th canto. И для того, чтобы почтить этот священный день, мы хотим прочитать один стих из 10-й песни Шримад Бхагаватам. And it's the 9th chapter, 5th verse. 9 глава, 5 текст. So I'll just read the Sanskrit once, then Mataji, you could read the synonyms and the translation and purport. Tamankam rudam apayat stanam snehasnutam sasma smita ikshati mukam ataptritam utsrija javena sa yayav utsikyamane payasi tvadishrite. Go ahead. The translation. Yes. Там его Кришну, Анкам Арудхам, с любовью усаженного на колени, Апаяят, дала сосать, Станам, грудь, Снехаснутам, источающую молоко благодаря переполняющей матушку Яшоды нежности. Сасмитам икшати мукхам, с улыбкой глядящая на улыбающееся лицо Кришны. Атриптам, того, кто никак не мог напиться вдоволь молока, Кришну. Уцриджья, отстранив. Джавена, с быстротой. Са, она, матушка Яшода. Яяу, ушла. Утсичьямане, паяси. Усичьямане, паяси. Когда молоко стало выкипать. Ту, но. Адхишрите, поставленное на огонь. Перевод. Матушка Яшода обняла Кришну, усадила его к себе на колени и с глубокой любовью и нежностью стала смотреть на лицо Господа. От переполнявшей матушку Яшоду нежности молоко бежало у нее из груди.
Но когда она увидела, что из котла, стоявшего на плите, выкипает молоко, она оставила своего сына и побежала снимать котел с огня, хотя ребенок еще не напился вдоволь грудного молока. Комментарий. Все, что матушка Яшода делала по дому, она делала для Кришны. Кришна пил молоко из ее груди, но когда матушка Яшода увидела, что на кухне выкипает молоко из котла, она должна была немедленно снять котел с огня и потому оставила своего сына, которого это очень рассердило, поскольку он еще не напился в волю. Бывает, что человеку приходится уделять внимание более чем одному направлению какой-либо важной деятельности, хотя цель у всей этой деятельности одна. Так что матушка Яшода не совершила ничего предосудительного, оставив своего сына, чтобы снять с огня выкипавшее молоко. Преданный, который с любовью и преданностью служит Кришне, должен сначала выполнить какую-то одну обязанность, а потом остальные. Как это правильно делать, ему подсказывает изнутри сам Кришна. Тешам сатата юктанам, баджатам прити пурвакам, дадами будхи йогам там, янамам упаянтите. Бхагавад-гита 10.10. В сознании Кришны все динамично. Преданному, находящемуся на уровне абсолютной истины, Кришна дает понять, что делать сначала, а что потом. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvasesa Shunyavadi Pastancha Deshatane Omagana Maranda Shaj Ananjanan Shalakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Vyat Kipatam Aham Bande Shigarum Dinatanam. So Lord Shri Krishna, He's the abode of all beauty. Господь Кришна — прибежище всей красоты. And in His childhood form, Lord Krishna is the epitome of beauty. И в своей форме ребенка Кришна — это просто совершенство красоты, вершина красоты. And just by seeing Him, all the residents of Vrindavan would experience pleasure. Просто видя его, все жители Вриндавана испытывали наслаждение. And by seeing Him exhibit His childish pastimes, they would experience great bliss. И когда они видели, какие игры он проявляет, они чувствовали настоящее блаженство. So sometimes young children, very young children, Иногда очень-очень маленькие дети, they become a little mischievous. они такие шаловливые. And to the parents, to the loving parents, those activities are actually a source of pleasure. И, конечно же, для любящих родителей все их действия — это источник удовольствия. So what to speak of when the supreme absolute source of all beauty А что уж говорить, если ребенком является верховный источник всей красоты, exhibits his childish pastimes of stealing butter. который проявляет свои детские игры, крадя масло. So Krishna would steal butter from the homes of the cowherd men. И Кришна крал масло у всех пастухов. And the gopis, the cowherd ladies, И пастушки, in a loving, teasing way, любовно, дразня его, they would complain to Mother Yasoda. они в таком настроении жаловались матери Яшоде. And Mother Yasoda, she would think that somehow my butter must be inferior. И таким образом матушка Яшода, она думала, наверное, что-то не так с моим маслом. That Krishna, he's going to other homes to get butter. Кришна почему-то идет в другие дома за маслом. And creating some disturbance. И этим он причиняет беспокойство. So she had Nanda Maharaj take the best cows. Поэтому она попросила Нанду Махараджа найти лучших коров, That produced the best milk. которые производят лучшее молоко, And take them to one pasture отвезти их на пастбище, that had the greenest, sweetest grass. на котором самая зеленая, самая сладкая трава, And these cows would produce the absolute best milk. чтобы эти коровы дали самое идеальное, лучшее молоко. In England, there's one place that's famous for milk. В Англии есть одно место, которое славится своим молоком. It's called Devonshire. Это место Девоншир. And they have very nice cows. Там прекрасные коровы.
and very green grass. И очень зеленая трава. And if you take the cream from those cows, И если вы попробуете сливки от этих коров, put it in a cup, вы нальете их в чашечку and you stand a spoon in it, и поставите в чашку ложку. the cream is so thick the spoon will stand up Сливки straight. такие густые, что ложка будет стоять прямо. So that's in this material world. А это в материальном мире. So you can imagine the quality of that milk Можете представить себе качество того молока, that Mother Yasoda was getting to please Krishna. которым мама Яшода собиралась удовлетворить Кришну. And so she had some of this milk in a butter churn. Итак, она налила это молоко в маслобойку. And she was churning butter. Она взбивала масло. And there's a beautiful description of Mother Yasoda in Srimad И в Bhagavatam. Шримад-Бхагаватам есть очень красивое описание матери Яшоды. How she's churning this butter, Того, как она взбивает это масло. making this great labor for Krishna. Она очень усердно трудится для Кришны. And she's remembering Krishna's pastimes. И в это время она вспоминает игры And Кришны. she's making up songs about his pastimes. И она слагает песни о его играх. And she's singing as she's churning. И она, взбивая масло, поет эти песни. And she has bangles on and they're tinkling. И ее браслеты мягко And позванивают. it's described she's wearing a beautiful yellow sari, like saffron. Описывается, что на ней красивая, желтая, шафранового оттенка сари. And there's perspiration on her face. И на лице у нее выступили капельки пота, She's laboring for Krishna's pleasure. потому что она трудится для удовольствия Кришны. Srila Prabhupada, he described that we should cherish this vision of Mother Yasoda serving Krishna in this way. И Шрила Прабхупада говорил, что мы должны восхищаться этим описанием матери Яшоды, которая так служит Кришне. As Mother Yasoda is churning, Krishna comes to her. И вот мама Яшода взбивает масло, и приходит Кришна. And he's pulling on her sari. И он тянет ее за сари. He wants her attention. Он хочет ее внимания. He wants her breast milk. Он хочет грудного молока. So she was serving Krishna by churning butter. Итак, вот она служила Кришне, взбивая масло. And now she's directly serving Krishna by picking him up, А теперь она непосредственно служит Кришне. Она поднимает его на руки, putting him on her lap сажает его на and feeding him колени breast milk. и кормит его грудным молоком. But as she's feeding Krishna the breast milk, Но фактически, кормя Кришну грудным молоком, on the stove in the kitchen she has another pot of milk that she's cooking especially for Krishna. в это же время на плите у нее стоит горшок с молоком, который она готовит специально для Кришны. And that begins to boil over. И это молоко начинает выкипать. And she puts Krishna down Поэтому она отсаживает Кришну and hurries off to attend to that milk because that's for Krishna. и бежит, чтобы выключить это молоко, потому что это же служение Кришне. But Krishna, he exhibits this pastime of becoming very angry. Но Кришна проявляет эту лилу, когда он становится, он начинает испытывать гнев. And he bites his lip in anger. Он закусывает губу свою в гневе. And then in a transcendental rage begins to smash the pots of butter. И в трансцендентной ярости он начинает крушить горшки с маслом. But as Prabhupada points out, Mother Yasoda, Но, как говорит Прабхупада, мама Яшода, she actually went to serve Krishna in a different way. на самом деле она просто сменила, начала исполнять другой вид служения Кришне. And this is actually a very instructive pastime in purport. Потому что это очень полезные наставления даются в этом комментарии. Prabhupada is pointing out that sometimes for a devotee, it has many different services to do. Иногда Прабхупада говорит, у преданного очень много разных служений, которые нужно сделать. And especially those of you who are householders. А мы знаем это, особенно те, кто является домохозяевами, With families. у кого есть семья. There's so many things to do and so many responsibilities. Столько вещей, столько обязанностей. And which to do first? Что же делать, за что взяться сначала? So Prabhupada, he gives the solution here. И Прабхупада дает нам решение. He says, he quotes this verse, Tesham satatam yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhiyogam tam yenam upayante te. That if we serve Krishna with love and devotion, Он цитирует этот стих: «Если мы служим Кришне с любовью и преданностью, he will give us the intelligence what to do first. Он даст нам разум, чтобы мы смогли правильно решить, что делать сначала». So we may think that this
pastime is something that's occurring in the spiritual world. Мы можем подумать, ну вот эта игра, это что-то, что происходит в духовном мире. And we might think it has no relevance to our И situation. нам может показаться, что она не имеет никакой важности для того, что происходит в нашей жизни. We're here in the material world. Мы здесь в материальном мире. We're entangled with our responsibilities. Мы обусловлены этими своими обязанностями. And sometimes devotees become filled with anxiety and depression. И иногда преданные, их переполняет беспокойство и даже депрессия. But sometimes our vision is not clear. Но иногда мы просто не видим ясно, It's not proper. не видим четко, верно. Because Prabhupada he came to give us a transcendental vision. Прабхупада пришел, чтобы дать нам это трансцендентное видение. He wanted us to remember Krishna 24 hours a day. Он хотел, чтобы мы помнили Кришну 24 часа в сутки. And if you know the songs of Srila Bhaktivinoda Thakur, И если вы знаете песни Шрилы Бхактивинода Тхакура, he has one song, Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukule. наверняка вы знаете вот эту песню. And he's saying that when I engage in devotional service, И он говорит, когда я занимаюсь преданным служением, he says, I see my entire home turned into Chintamani. я вижу, как весь мой дом превращается в духовный мир. So sometimes we may think we are in the material world. Поэтому иногда нам может казаться, что мы в материальном мире. And in one sense we are. И в каком-то смысле мы и есть здесь. But as Vaishnavas, Но как вайшнавы, engage in the service of the Lord, которые занимаются служением Господу, we can transform this world into a different reality. мы можем трансформировать этот мир в иную And реальность. this is very important for grihastas to remember. И очень важно об этом помнить домохозяевам. And sometimes it's difficult to remember Иногда об этом трудно помнить, because sometimes there's a misunderstanding of the philosophy. потому что иногда мы не так понимаем философию. Sometimes we hear that family life is a deep, dark well. Иногда мы слышим, семья — это глубокий темный The колодец. family members are like jackals. Родственники подобны шакалам. And so that is in the Bhagavatam. И да, это написано в Бхагаватам. That's our Siddhanta. Это наша сиддханта. But the Siddhanta is referring to the materialistic householder. Но эта сиддханта говорит здесь о материалистичном домашнем доме. So in the materialistic conception of life, О материалистичной концепции жизни. Krishna is not present. В такой концепции жизни Кришны нет. And the reality is, how can I enjoy this material world? В такой концепции люди думают о том, как я буду наслаждаться материальным миром. But for a Vaishnava, Но для вайшнава, he sees that his entire home is for the service of Krishna. вайшнав видит, что все в его доме предназначено для служения Кришне. It's very interesting. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Очень интересно, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, he wrote an article for the Harmonist magazine, он написал статью для журнала, and he described what a Vaishnava marriage looks like. в котором он описал, что такое вайшнавский брак. It's very interesting. И это очень интересная статья. He said one should only accept as a spouse Он сказал, нужно принимать в качестве спутника только того, someone who he or she sees as more advanced than themselves. Того, кого вы видите более продвинутым, чем вы сами. So that's a bit of a paradox. Такой парадокс. How are we ever going to find? It doesn't work. Как так получится? Someone's supposed to be more advanced, Если кто-то должен быть более продвинутым, but they're both supposed to be more advanced. но ведь каждый должен выбрать того, кто более продвинут. So how do we understand that? Как нам это понять? So the only explanation is that they both have great humility И объяснение в том, что у каждого из них And огромное смирение and great respect for each other. и огромное уважение к другому, к своему спутнику. And Srila Bhaktisiddhanta, he described that И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати описал это. neither husband nor wife Ни муж, ни жена has any sense of entitlement не имеют права over the service or the property of the other. на служение или недвижимость своего партнера. And he says,
This has its basis in the worship of the deity in the home. Все должно быть основано на поклонении божествам в доме. So in Vaishnav marriage, we see that the deity in the home is the proprietor. Поэтому мы видим, что в вайшнавском браке приоритет – это божества в доме. And that we are all servants of the deity. Мы видим себя как слуг божеств. And we assist each other in serving the И deity. мы помогаем друг другу в служении божествам. And in that way, И таким образом that home becomes transformed. этот дом трансформируется. It becomes, as Srila Prabhupada said, an ashram, he said, is a factory for producing devotion. Такой дом, как сказал Шрила Прабхупада, превращается в настоящую фабрику, которая производит преданных. And so in that way, with that consciousness, Таким образом и в таком сознании, even though there may be so many complexities in household life, несмотря на то, что в семейной жизни может быть столько вызовов, so many responsibilities, сложностей, ответственности, as Srila Prabhupada says in this purport, Шрила Прабхупада говорит в этом стихе, that one is sincere что тот, кто искренен, and serves Krishna, служит Кришне, Krishna will give revelation how to manage everything. Кришна откроет вам, как со всем справиться. And that doesn't mean it may be necessarily easy. Не обязательно, это не значит, что все обязательно будет легко. It wasn't easy for Mother Yasoda. Маме Ешоде легко не было, Her child was he was the ultimate rascal. потому что, сами знаете, ребенок у нее был настоящий шалун. The param bonum, the summum bonum of all rascals she had as На her самом деле son. негодяй он был, в общем говоря, парамбонум, самый-самый из всех негодяев. So we have our situations. А у нас у каждого своя ситуация. So somehow we have to add Krishna. Но каким-то образом нам нужно добавить Кришну. And this month of Damodar, И в этот месяц Дамодары it's a very special, potent opportunity это удивительная, особенная, огромная, удивительная возможность to inject Krishna into our lives. для того, чтобы сделать эту инъекцию Кришны в нашу жизнь. And by doing so, Сделав это, as Bhaktivinoda says, our homes can become transformed. как говорит Бхактивинода, мы можем трансформировать наши дома, места, где мы живем. And especially as we are Vaishnavas, И особенно потому, что мы вайшнавы, who are serving in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu, которые служат в преемственной линии Шри Чайтаньи Махапрабху, who desired to give Krishna consciousness to everyone, желанием которого являлось даровать сознание Кришны всем. we have a great responsibility, На нас лежит огромная ответственность, especially grihastas, особенно на домохозяевах, to make their ashrams the best they can be, чтобы сделать наши ашрамы, в которых мы находимся, наилучшими. we have an obligation to become happy, У нас есть обязательство, что мы должны стать счастливыми, Sasukam Kartam Avayam, devotional service is everlasting, joyfully performed. потому что преданное служение, оно бесконечно и совершается в радостном настроении. And by seeing it as your duty to become happy and satisfied in your ashram, И если вы поймете, что это ваша обязанность быть счастливым и удовлетворенным в вашем ашраме, to set an example for others, для того, чтобы подавать пример другим, to facilitate Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement, для того, чтобы этим помогать движению Шри Чайтаньи, Krishna can help you greatly. тогда Кришна окажет вам огромную помощь, поддержку. So my wife would like to say something about the wonderful opportunities in the month of Damodar. И моя жена хочет сказать несколько слов о чудесных возможностях, которые открываются перед нами в месяц Дамодара. So the month of Damodar is considered to be one of the most auspicious months for a devotee. Для преданных месяц Дамодара считается одним из самых священных. It's actually the month of Srimati Radharani. На самом деле это месяц Шримати Радарани. And that means that just like Srimati Radharani is always trying to increase her devotion, И это означает, что так же, как и Шримати Радхарани всегда пытается увеличить свою преданность,
So we should also try to increase our devotion. Мы тоже должны пытаться увеличить нашу преданность. On one hand, one time Srila Jayapataka Maharaj, he asked Srila Prabhupada, what should devotees do in the month of Kartik? Однажды, с одной стороны, Шрила Джайапатака с вами спросил Шрилу Прабхупаду, что должны преданные делать в месяц Картика. And Prabhupada said we should preach Krishna consciousness all over the world with great determination. И Шрила Прабхупада сказал, мы должны проповедовать сознание Кришны с огромной решимостью по всему миру. Because in actuality, the rituals that a non-devotee will perform for the month of Kartik, Потому что на самом деле те ритуалы, которые проводят непреданные в течение месяца Картика, is expected to be our everyday activity all year round. которые преданные проводят в месяце Картика, это мы должны делать каждый день в течение всего года. But sometimes life becomes complicated and we Но иногда в жизни возникают трудности, и are not doing as much as we would like. мы не можем делать столько, сколько нам бы хотелось. So this month comes to remind us to pull up our socks. И поэтому наступает этот месяц, чтобы напомнить нам, что нужно собраться. So two things are very much recommended for the month of Kartik. В месяц Картика настоятельно рекомендуются две вещи. One is to offer a lamp with devotion every day to Krishna. С преданностью предлагать лампу, огненную лампу каждый день Кришне. Doesn't matter whether it's a picture of Krishna in your home, Неважно, картинка это ли просто изображение Кришны у вас дома, or you come to the temple and you do it with the other devotees. или вы придете домой и сделаете это подношение с другими преданными. But we every day offer something with love to the Lord. Но каждый день мы что-то предлагаем Господу с любовью. And we try to deeply meditate on the form of the Lord. И мы пытаемся погрузиться в глубокую медитацию на форму Господа. And the other thing which is very much recommended И вторая вещь, которая очень рекомендована, is to read Srimad Bhagavatam daily. каждый день читать Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam is our ticket back to Godhead. Потому что Шримад Бхагаватам — это наш билет назад к Богу. It's understood to be the incarnation of God in Kali Yuga. Шримад Бхагаватам — это воплощение Господа в Кали-югу. And Srila Prabhupada went to great endeavors to translate Srimad Bhagavatam for us. И для нас Шрила Прабхупада приложил столько усилий для того, чтобы перевести Шримад Бхагаватам. Because by reading Srimad Bhagavatam, we can understand the position of the Supreme Lord. Потому что благодаря чтению Шримад Бхагаватам мы можем понять положение Верховного Господа. His divinity, how he acts in each of his incarnations. Его божественность, его действия и каждую из его инкарнаций. The purpose and power in each incarnation. Цель и могущество каждой инкарнации. So that when we come to the 10th canto, и поэтому, когда мы доходим до 10-й песни, and the descriptions of Krishna are no longer with that same awe and reverence that a devotee should have for other incarnations. Мы читаем, что настроение Бхагаватам уже не такое исполненное благоговение и почтение, которое было в предыдущих песнях. If we don't understand how Krishna is the Supreme Lord, если в нашем сердце еще нет понимания, что каким образом Кришна является Верховным Господом, then we'll be very confused by his rascal activities as a child. Нас могут сбить его поступки, которые он совершает, будучи ребенком. We'll just think they're ordinary childhood activities. Мы можем подумать, что это обычные шалости ребенка. What to speak of his activities with the gopis? А уж что уж говорить о его играх с гопи. So reading Srimad Bhagavatam is very essential to even understand the mood of the Damodara-lila. Поэтому чтение Шримад Бхагаватам принципиально важно для того, чтобы понять настроение месяца Дамодары. Where this awe and reverence is
not at all there. Потому что в нем нет того благоговения. Rather, it's just relishing the sweetness of the Lord. Но есть наслаждение сладостью Господа. So here in this pastime we see that Mother Jasoda had to discipline Krishna. И здесь, в этой игре, мы видим, что матери Яшоде нужно было применить дисциплинарные меры к Кришне. So we know the story about how she tried to retain him from his naughtiness by tying him in one place. И мы все знаем эту историю, когда она пыталась унять его шалости, унять его, привязав его к ступе. So it's described that this pastime there were two causes of great astonishment. И говорится, что эта игра была причиной она стала причиной двух вещей, которые чрезвычайно удивили. That she had to collect more than 150 feet of rope. Ей пришлось найти кусочки веревки, общая длина которых составляла больше 150 футов. First she started with the little string from her hair. Сначала она взяла веревочку из своих волос. And all the gopis donated some. Потом все гопи тоже пожертвовали свои веревочки. Then she had to go for the churning ropes. Затем они взяли все веревки из маслобоин. And the ones from the storage room. Затем они достали все веревки из кладовки. And the second astonishment is no matter how many ropes, they were always 2 inches too short. И вторая удивительная вещь, сколько бы веревок они ни брали, всегда не хватало 5 сантиметров. So the acharyas have described that these 2 inches are very significant. И ачарьи пишут, что эти 2 инча или 5 сантиметров очень важны. One describes hard work. Один из них обозначает упорную работу. Parishrama, and the other one describes Krishna Kripa or mercy. Варнашрама, второе обозначает Кришна Крипу, милость Кришны. That we actually have to endeavor to draw the mercy of Krishna. Мы на самом деле должны прилагать усилия, чтобы привлечь милость Кришны. In Bhakti, we give more emphasis to mercy. В Бхакти больший акцент делается на милость. But we also recognize that we have to make the endeavor. Но также мы признаем, что каждый из нас должен прилагать усилия. So somehow or other, Krishna became bound by the love of his mother. И так или иначе, но Кришну покорила любовь его матери и связала его. And allowed her to actually tie him up. И благодаря этому он позволил ей фактически связать его. So then she went on to continue with her household chores. Чтобы она могла продолжить свои домашние дела. So Krishna wasn't one to stay in one spot. Но Кришна ведь не тот, кто останется на одном месте, правильно? And he started, pulling the grinding mortar around the yard. И он начал ползать с привязанной к нему ступой по всему двору. And of course his friends came along. И, конечно же, за ним ползли его друзья. So we know how he spotted the twin Arjun trees in the yard. И мы все знаем, как он увидел 2 дерева Арджуна, которые росли во дворе. Now these 2 trees had been there for 10,000 years. И эти 2 дерева росли там уже 10 тысяч лет. In their previous lives, they were the sons of the demigod Kuvera. В своей предыдущей жизни это были 2 полубога, сыновья бога Куверы. And somehow or other, their consciousness was contaminated by the enjoyment of their wealth and their position. И так или иначе, их сознание было осквернено тем богатством и тем положением, которое они занимали. So most of us know the story how Narada Muni came along and they totally disregarded him. Большинство из нас знает эту историю, как появился Нарада Муни, и они не проявили к нему никакого уважения. They were enjoying some activities in the water with some ladies. Они с девушками плескались в воде. And as soon as the ladies saw Narada Muni, they immediately got out of the water, dressed themselves, offered respect. И девушки, как только они увидели Нарада Муни, они вышли из воды, оделись, предложили ему свои поклоны. But Nala Kuvera and Mani Griva
were so much puffed up by their position that they thought, we don't have to respect anybody. Но Налакувера и Манигрива, они были настолько горды своим положением, что они подумали, что мы не будем даже выходить. So Narada Muni understood that that was actually a suffering condition of life. И Нарада Муни увидел, что на самом деле они находятся в обусловленном состоянии, в котором они страдают. So he decided to help them to learn their lesson. И поэтому он решил помочь им выучить их урок. And so he cursed them to become trees. Он проклял их, и чтобы они стали деревьями. But he didn't allow them to have the consciousness of a tree. Но он не позволил им обрести сознание деревьев. They still had the same consciousness as in their demigod body. В теле деревьев у них осталось сознание полубогов. So you can imagine just having to stand there for 10,000 years. Поэтому представьте себе, что это такое 10 лет стоять там. They got to 10 тысяч лет стоять там. They got to think about their activities quite a lot. У них было время, чтобы подумать о своих поступках. And not only that, И не только это, but Narada Muni planted them in the courtyard of Nanda Maharaj. более того, Нарада Муни посадил эти деревья во дворе Нанды Махараджи. So they got to see all the pastimes of child Krishna. Поэтому они видели все детские игры Кришны. And ultimately that purified their heart. И в конечном итоге это очистило их сердца. When Krishna saw them, he thought, they have the mercy of Narada Muni. И когда Кришна увидел их, он подумал, так, а у них есть милость Нарады Муни. So therefore I should serve Narada Muni and help them. Поэтому я должен послужить Нараде Муни и помочь им. So we know how he pulled the grinding mortar between the two trees. И мы знаем, как он протащил ступу между двумя деревьями. And when it got stuck, И когда она застряла, he gave it one last tug. он еще раз потянул, And all of a sudden these two huge trees crashed to the ground. и внезапно эти два огромных дерева повалились на землю. And there's Krishna standing between these two huge trees with just a few inches on each side. И вот Кришна, а вокруг него два поваленных деревья, и расстояние между ним и деревьям всего несколько сантиметров. And the demigod bodies of these souls came out of the tree. И из деревьев появились души в телах полубогов. And they offered these wonderful prayers to Krishna. И они предложили прекрасные молитвы Господу Кришне. And so Krishna granted them liberation. И таким образом Кришна даровал им освобождение. So they went back to their abodes. Они вернулись в свою обитель. And Krishna's sitting there between the two trees, just smiling at his friends. А Кришна остался сидеть между двумя этих деревьев, улыбаясь своим друзьям. You know, it's like a fun thing he did. Он сделал что-то веселое. Having fun with his, Он showing off to his развлёкся. friends, you know? Он, как бы сказать, выпендривался перед своими друзьями. But Nanda Maharaj had heard the big crash. Но Нанда Махарадж услышал звук, громкий звук падения. And Mother Jasoda had told him what had happened. И, How she had to tie up Krishna. и мама Ешода, ей пришлось рассказать ему, что она привязала Кришну. So Nanda Maharaj came running. Поэтому Нанда Махарадж побежал. And immediately Krishna took one look at him. И немедленно Кришна взглянул на него. And he started crying. И начал плакать. My mother has done this to me. Вот что со мной сделала мама. It's just like all kids do that. Знаете, как все дети делают? You know, they're having fun as soon as they see the mother, they start crying and Знаете, whining. они Right? там сидят, развлекаются, как только маму увидели, начинают плакать. So Nanda Maharaj picked him up and took him down to the Jamuna River. А Нанда Махарадж поднял его и отнес его к Ямуне. And they had a bath together. Там они вместе искупались. You know, trying to calm him down from the traumatic experience. Нанда Махарадж просто пытался успокоить Кришну, чтобы тот забыл о том, что произошло. Then he took him to the cow shed.
Затем они пошли в стойник коров. And he sent someone for some very special sweetener from the house. И Нанда Махарадж послал за специальными сладостями домой. And he got some fresh milk straight from the cow. Они там им подоили немного свежего молока сразу же от коровы. Added a little bit of the sweetener and fed Krishna. Он добавил туда подсластителя и дал это молоко Кришне. So then he went back into the house. И затем они вернулись в дом. And Krishna would not go to Mother Jasoda. А Кришна не хотел подходить к маме Яшоде. And she was so repentant and so upset А она так раскаивалась, и она была так расстроена, that somehow she'd been the cause of this dangerous situation. что так или иначе она стала причиной этой опасной ситуации. But she was even more devastated that Krishna wouldn't come to her. Но еще больше ее расстраивало то, что Кришна не хотел к ней подходить. So Krishna's aunties were nearby. А мимо проходили тетушки Кришны, Nanda Maharaj's brothers' wives. жены брата Нанды Махараджи. And they said, Krishna, why don't you go to your mother? Who will you play with? Они ему сказали: Кришна, ну что же ты не подходишь к маме, с кем же ты будешь играть? I will play with my father and Balaram. А он отвечал: я буду играть с папой и с Баларамом. But who's going to feed you milk? Но кто же будет кормить тебя молоком? My father will get me cow's milk with some special sweetener. Папа будет кормить меня молоком с особенно вкусным подсластителем. So Rohini, she made a gesture to Balaram to please take Krishna by the hand to his mother. И поэтому Рахини, она жестом показала Балараме, чтобы тот взял Кришну за руку и отвел его к матери. But he saw that glance and he jumped on his father's lap and grabbed onto him. Но Кришна увидел этот взгляд, запрыгнул на руки к Нанде Махараджи и ухватился за него. But Nanda Maharaj explained how Yashoda actually could not continue to live without Krishna. Но Нанда Махарадж, он объяснил, что на самом деле Яшода не могла продолжать жить без Кришны. So then Krishna jumped off his lap and ran to Mother Yashoda. И после этого Кришна спрыгнул с рук Нанды Махараджи и побежал к матери Яшоде. So we see that these loving exchanges of the devotees are something that we can take into our hearts. И мы видим, что эти любовные взаимоотношения между преданными — это что-то, что может оставаться в наших сердцах. And so it's very wonderful to remember and meditate on the pastimes of the Lord. Очень благоприятно помнить и медитировать на игры Господа. Because the pastimes of the Lord purify our hearts. Потому что игры Господа очищают наше сердце. It actually takes the contamination out of our hearts. Фактически это убирает все осквернения из нашего сердца. And leaves a little bit of space for bhakti to enter. И освобождает немного места для того, чтобы туда вошло бхакти. So it's very much recommended that every day we read something about Krishna. Именно поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы каждый день мы что-то читали о Кришне. Till these pastimes become imprinted in our minds. До тех пор, чтобы эти игры, они отпечатались в наших умах. So probably this evening you will sing Damodara-враты, no? Наверняка сегодня вечером мы все будем петь Дамодара-врату, верно? And in the last verse, Satyvrata Muni says, И в последнем стихе говорится: I bow down to this rope. Я склоняюсь перед этой веревкой. Because this rope, when he just thinks of the rope, he thinks of the whole pastime. Потому что, вспоминая эту веревку, он вспоминает всю игру, всю лилу. And not only that, but this rope is the creation of Srimati Radharani. Но не только поэтому, а также потому, что эта веревка — это создание Шримати Радхарани. Because Radharani is Vrindavaneshwari. Потому что Радхарани — это Вриндаванешвари. Everything that happens in Vrindavan happens because of her desire. Все, что происходит во Вриндаване, происходит по ее желанию. So the verse says, I bow down to the rope and to Srimati Radharani. Поэтому этот стих говорит нам и о веревке, и о Шримати Радхарани. And we know that
this wonderful mood that Srimati Radharani has for serving Krishna. И мы знаем, что это чудесное настроение, которым обладает Шримати Радхарани в служении Кришне. She wanted to feel that, and so she came as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы знаем, что Кришна захотел прочувствовать это, и поэтому он пришел в форме Шри Krishna wanted to feel it. Yeah, sorry. Шри Чайтаньи Махапрабху. And so we are so fortunate that by their mercy we actually all know about Krishna consciousness. И мы очень удачливы, потому что благодаря их милости мы все знаем о сознании Кришны. So we encourage you all to take this month of Kartik into your heart. Поэтому мы просим каждого из вас, пожалуйста, пусть месяц Дамодара будет в вашем сердце. And try to develop a little bit of the mood that Srimati Radharani has for Krishna. И попробуйте развить хотя бы немного настроение Шримати Радхарани, которое у нее есть в служении Кришне. Hare Krishna. Харе Кришна. Would anyone like to ask a question or make a comment? Может быть, есть какие-то комментарии или вопросы? Go ahead. Is Sri Chaitanya Mahaprabhu a Vishnu avatar? Sri Chaitanya Mahaprabhu is directly the supreme absolute personality of Godhead. Шри Чайтанья Махапрабху — это непосредственная верховная личность Бога. He's none different than Sri Krishna. Он не отличен от Шри Кришны. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Radha and Krishna combined. Шри Чайтанья Махапрабху — это Радха и Кришна вместе. Krishna has descended in the mood of Srimati Radharani. Это Кришна, который спустился сюда в настроении Шримати Радхарани. Jai. Does anyone else have a question? Еще какие-нибудь вопросы? You said that Srila Prabhupada said that we should remember Krishna 24 hours a day. How should we understand this? How should we live with devotees all the time? How should we remember Krishna and how we should live with devotees? Как нам помнить Кришну и как нам жить с преданными? А можно немножко громче? He is curious to learn about the instructions given in Upadeshamrita. We can live with devotees always if we see that even you might be in a situation, and practically many devotees here are in situations where they have to work in the outside world. Мы можем жить с преданным, несмотря на то, что я знаю, что у многих такая ситуация, многим преданным приходится работать во внешнем мире. But somehow we have to see that all these people we're surrounded by, но мы должны видеть, что все те люди, которые нас окружают, we see them with great respect because actually they are devotees, they've simply forgotten. Потому что каждый из них является преданным, но просто они об этом забыли. And therefore, as Vaishnavas, we treat everyone with respect and appreciation. И как вайшнавы мы к каждому относимся с уважением и ценим этого человека. And we think of Krishna always by, we can chant, we can dedicate the results of our activities to Krishna. И как помнить о Кришне? Мы можем повторять Его имя, мы можем посвящать Ему результаты всех наших действий. And it's interesting, Krishna says in the Srimad Bhagavatam that even if my devotee chants inattentively, и в Шримад Бхагаватам говорится, что даже если преданный повторяет невнимательно, he says, I never leave his heart. Он говорит, Кришна говорит, я никогда не оставляю его сердце. So, as my wife was saying, how if we understand these two principles, that we endeavor. И как говорила моя жена, если мы поймем эти два принципа, мы будем
прилагать усилия. That we have to endeavor somehow or other to become Krishna conscious. Мы должны прилагать усилия для того, чтобы стать сознающими Кришну. To be sincere. Для того, чтобы быть искренними. And Srila Prabhupada said, he said, sincerity means determination to make advancement. Шрила Прабхупада говорил, искренность – это решимость прилагать усилия для того, чтобы прогрессировать. And then he defined determination as being not frustrated or agitated by any obstacle or difficulty that comes before you. И затем он дал определение решимости. Решимость – это не впадать в отчаяние и не быть сбитым с толку любым, каким бы то ни было препятствием или сложностью, которая возникает на вашем пути. And every time I think of that statement, I realize I'm not sincere. И каждый раз, когда я вспоминаю его слова, я понимаю, что я не искренен. Because if I'm frustrated or agitated by some situation around me, потому что я легко впадаю в расстройство или меня сбивают с толку какие-то ситуации вокруг меня. it actually means I'm not determined that I can't be sincere. Фактически я говорю, что если у меня нет решимости, то я не могу быть искренним. So again, we have to make that endeavor. И снова мы возвращаемся к тому, что нужно прилагать усилия. Every time we feel frustrated Каждый раз, когда нас что-то расстраивает, or disturbed, или сбивает с толку, или беспокоит, it means we have to become determined and sincere to overcome that obstacle. это просто означает, что мы должны исполниться решимости и искренне желать преодолеть это препятствие. And Prabhupada said success is assured for the rigid practitioner. Прабхупада говорил, успех, успех – это краткое, как бы сказать, сокращение от огромных усилий, усердных усилий. If we endeavor sincerely, если мы прилагаем усилия искренне, as Krishna says, yogakshemam vahamiham, I will carry what you lack. Как говорит Кришна, я дам тебе то, чего тебе не хватает, and preserve what you have. И сохраню то, что у тебя есть. So it may seem very difficult to apply these standards and instructions. Может показаться, что этим стандартам очень сложно следовать и применять их. But we have to have the mindset that it's not impossible. Но мы должны понимать в уме, что это возможно. That we have to see that somehow Krishna has put me in this situation Мы должны to make понимать, advancement. что так или иначе Кришна создал для меня эту ситуацию для того, чтобы я продвигался вперед. And that is the endeavor, and if we make the endeavor, Krishna may allow us to tie that rope. И в этом наше усилие. И если мы будем продолжать наши усилия, то Кришна позволит нам в конце концов завязать эту веревку. Who at the front had a question? What is the most important thing in association and cooperation between people? The most important thing. Pardon? They asked to... Oh, sorry. I'm sorry. Что самое главное при взаимодействии с людьми и сотрудничестве с людьми? What's your last name said? Oh, sorry. Okay. So because the rest of the people didn't hear it. The most important thing is to associate and to cooperate. Самое главное – это общаться и сотрудничать. And see that as an opportunity for making advancement. И относиться к этому как к возможности развиваться, вперед идти. To live in the association of Vaishnavas жить и общаться с преданными is to live in the association of some very unique, diverse individuals. Обозначает жить и общаться с уникальными, очень разными личностями. When I moved in the temple in 1973, когда в 1973 году я переехал в храм, I had been reading Mayavadi philosophy. я был такой майявади. So I expected everyone to be the same. Поэтому я думал, что все должны быть одинаковые. And I was amazed that devotees were such diverse personalities. И я был поражен увидеть то, что у каждого преданного удивительная, уникальная личность. And so with that diversity, there's great opportunities that there may be individuals with some type of diversity that does not necessarily go in harmony.
И все это разнообразие, конечно же, подразумевает, что мы можем встретить каких-то преданных, чья удивительная уникальность может быть несовместима с чьей-то другой. With your nature. Например, с вашей Our природой. nature is also different. Потому что наши природы тоже разные. But that is an opportunity for advancement. Но и это возможность прогресса. Just like marriage, two people come together. Как в браке, два человека. And after some time they discover there's a lot of diversity there. Создают пару, а потом обнаруживается, что у них так много различий. What used to be cute is now annoying. И то, что сначала казалось милым, теперь кажется раздражающим. But in terms of marriage, Radhanath Maharaj spoke at a wedding I performed once. И Радханатх Махараджа однажды говорил о браке на свадебной церемонии. And so this is true of any situation where you're in the association of devotees. И это можно применить к любой ситуации в общении с преданными. But he said of marriage, it's a great opportunity for making spiritual advancement. Он сказал, брак – это прекрасная возможность совершать духовный прогресс. Because you have to be patient, Потому что вам нужно быть терпеливым, humble, смиренным, tolerant, терпимым, kind, добрым, forgiving. прощающим. He said those are the qualities you need for pure devotional А service. эти качества вам нужны для чистого преданного служения. So when we come into the association of Vaishnavas, whether it's brahmacharya ashram, temple, И поэтому, когда мы говорим об общении с вайшнавами, неважно, брахмачари это или в храме, grihastha ashram, грихастха ашрам, it's a very fertile ground это такая зыбкая почва. for learning humility and Это tolerance очень and forgiveness. благородная почва для того, чтобы научиться духовному прогрессу. And these are very, very important qualities. И это очень важное качество. And especially like forgiveness, say. Особенно прощение. There's always someone doing something that Всегда ведь maybe есть disturbs us. кто-то, что делает что-то, что беспокоит But нас. according to Vaishnava philosophy, we have to forgive. Но в соответствии с вайшнавской философией нам нужно прощать. And it's extremely important И очень важно, чрезвычайно важно. if we want to attain the ultimate goal of life, Krishna Prema, Если мы хотим достичь конечной цели жизни Кришна Премы, to live a life in a culture of forgiveness. значит, нам нужно жить в культуре прощения. Because in the list of the preliminary stages of love of God, Потому что в списке предварительной стадии перед любовью к Богу the first item is forgiveness. первая вещь – это So прощение. it's so important. Оно очень важно. So yes. So what you're saying is a very important question because Prabhupada, he wanted us to do that. Вы задали очень важный вопрос, потому что Прабхупада хотел, чтобы мы это делали. That in this association to cooperate. Для того, чтобы в этом общении мы сотрудничали. Sorry. There's one that Prabhu and then this Mataji. Oh, sorry. Вайшнавы являются слугами всех живых существ, и чаще всего очень трудно об этом помнить и применять. Вот, ну, на что нужно медитировать, чтобы пытаться в себе воспитывать это качество, стать слугой всех существ. What should we do? How should we meditate to have this mood? Trinadapi Sunichena. Tivarivasahishana. Amanina Manandana Kirtaniya Siddha. It's very, very important that we have to become humble and see everyone as a Это очень-очень важно. Мы должны стать смиренными, каждый из нас. Srila Prabhupada had a god brother. У Шрилы Прабхупады был духовный брат. Obi Kapoor. Obi-L Kapoor. Авиал Капур. And he knew Prabhupada before he started his preaching mission. И он был знаком с Прабхупадой еще до начала его проповеднической миссии. When he was a grihastha, когда тот был грихастхой. And he had his pharmacy. И у него была его аптека. And Prabhupada, he was doing some preaching at that time. И в то время Прабхупада тоже проповедовал. And Mr. Kapoor, he saw Prabhupada was very good at preaching. И мистер Капур сказал, что Прабхупада очень хорошо проповедовал. So Prabhupada, he was a pharmacist. И Прабхупада, у него была своя аптека.
So in a joking way, he asked Prabhupada, what's your formula for preaching? You're so successful. И поэтому он в шутку спросил у Прабхупады, какая у тебя формула успеха в проповеди? Почему ты так успешен? And Prabhupada, he quoted that verse, Trinadapi Sunichena. И Шрила Прабхупада процитировал этот стих Тринадапи Суничена. That one must be so humble, more tolerant than the tree, devoid of all false sense of prestige. Человек должен быть смиренным. And Mr. Kapoor said, then Prabhupada said, I'm going to spread this all over the world. И после этого мистер Капур сказал, что Прабхупада ему произнес слова, что я распространю этот стих по всему миру. So humility is so important. Поэтому смирение, оно очень важно. I think the last question is for Последний вопрос ваш. Скажите, пожалуйста, Дамодара-враты существует только в материальной вселенной, потому что в духовном мире только возраст Ишвара, и почему наши сампрадаи именно возраст Дамодара такое внимание уделяется и почтение? Is Damadara Lila happening only in this material world? Does it happen there in the spiritual world? Why do we make so much such an emphasis in our sampradaya on Damadara Lila? Damodara Lila is eternal Lila. Дамодара Лила — это вечная лила. But by the mercy of the Lord and the Acharyas, we've been given instructions to take advantage of the special months. И по милости ачарьев они дали нам наставление, как мы можем получить наибольшее благо, медитируя на эту лилу. It's a special benediction. Это особое благословение. There's great opportunity for spiritual advancement every single day. Конечно же, есть огромные возможности для духовного прогресса каждый день. I don't know, what are the big stores here? The market? I don't know what's the big stores. Sometimes they'll have, big sale. Иногда, знаете, в магазинах бывает большая распродажа. Special bargain. Особые сделки, особые условия. So this month there's a special bargain. Вот поэтому этот месяц это супер распродажа, финальная. You can get a very big dose. Можно получить огромную дозу A big drink. Напитка, Of nectar. нектара, Of spiritual advancement. Духовного прогресса. Just by offering a lamp. Просто предлагая лампадку. And reading Srimad Bhagavatam. И читая Шримад Бхагаватам. So special bargain day. Это удивительная скидка, это удивительная сделка, предложение. Thank you all very much. Большое всем спасибо.